Водолей. Водолей – кипарис. Кипарис – это персонаж восточных поэтов. Красивых женщин сравнивали с кипарисом, да? Ты прекрасна, как кипарис, стройна, как кипарис. Кипарис считался благородным деревом. Его сажали во дворцах султанов, ханов, императоров и так далее, и так далее. Кипарис требует особого внимания. Кипарис не растет везде и всюду, не любит общество других растений, только себе подобных окружает себя. Но если кто-либо когда-либо видел кипарис, то кипарисы держатся на расстоянии. То есть их сажают друг от друга на расстоянии. Вот, например, если вот сосновый лес, да, вот растет он весь так рядом, все деревья, кипарис требует особого ухода. Это не дикое дерево, знаете, это не дикое растение, которое растет где угодно и как угодно. Нет. Кипарис – благородное растение и благородное дерево. Его сажают специально в красивом месте, ухаживают и окружают такими же кипарисами. Рядом с кипарисом не будет расти большое дерево. Кипарис сжирает его корни, не дает расти. И он любит отличаться от других, поглощает влагу и держится на расстоянии даже от себе подобных. Поэтому водолеи не любят, когда рядом общество людей им неподходящих. Водолеи окружают себя обществом подходящих людей. Они тяготятся чрезмерной близостью людей. И иногда у них внутри страх появляется, например, если приехали родные, близкие, да, и внутри него может быть страх. Он может терпеть компанию людей недолго. Если Водолей начинает понимать, что вот эта компания людей будет задерживаться надолго, Водолей предпочитает с ними ссориться, изгнать из своей жизни, но освободить вот эту территорию комфорта для себя. Водолей, хоть терпеливые знаки, но они терпеть не могут, когда на их территорию заходят. То есть, если вы хотите дружить с Водолеем, никогда не советуйте насчет мужчин. Надо, она сама бросит. Если она посчитает, увидит, что этот человек причиняет боль, со временем сама бросит. Водолею не нравится, когда пытаются ее командовать. Это свободолюбивый знак. Точно так же и кипарис. Кипарису не нравится, когда начинает рядом рассаживать кусты. Кипарис их начинает съедать. Его корни, они имеют такую особенность втягивать влагу со всех кустов, которые рядом с ним. Поэтому имейте в виду, что если вы начинаете надоедать водолею, если вы начинаете лезть в жизнь водолея, то вы можете быть обесточены. Водолей долго будет терпеть, но в один момент от вас просто отвернется. Далее. Кипарис любит внимание. И он должен отличаться от других. То есть это горделивое дерево. И если вы хотите, чтобы водолей, скажем так, не обижался на вас, чтобы дружба с водолеем длилась долго и плодотворно, постарайтесь не давать, во-первых, совет водолею в его деле, потому что водолеи прекрасно знают свое дело и прекрасно справляются. И, во-вторых, старайтесь не уподобляться водолею. То есть водолей не будет заводить дружбу с человеком такой же профессии, если не уверен, что этот человек или ровня ему, ей, то есть, либо, скажем так, лучше. Вот дружба с водолеем – это, скажем, понимаете как, это преданные друзья, это настоящие друзья на всю жизнь. Но они требуют к себе особого внимания. Если вы дружите с водолеем, вы не должны больше дружить ни с кем. Вот если у вас большой круг общения, скажем так, и вы дружите и с ней, и с той, и с этой, со временем водолей отойдет от вашей компании. Вообще у водолеев по жизни мало остается друзей.
Не потому, что они не умеют заводить дружбу, а потому что они трудоголики, у них нет времени на всякую ерунду. Им не интересны темы там про шмотки, про мужиков, про бары, рестораны. Они слишком серьезные люди по жизни, поэтому именно таких, которые поймут, их очень мало. Следовательно, с водолеем со временем остаются люди более зрелые. Ну вот у водолея дружба получается после 30-33 лет. Вот если завести тогда дружбу, и то кипарис держаться подальше, окружать себя людьми, но подальше. Вот эту дистанцию нужно сохранять всегда. Вот, да, да. Изучая, зная людей, вы будете знать, как с ними общаться, что им нравится, чего нет. Так вот, она заведет дружбу после 30, когда уже все обдумано, продумано, когда уже зрелый возраст, но опять же будет сохранять дистанцию. Слишком близко она не подпустит. Если вы будете рваться слишком близко, считайте, что дружба закончена. Водолеи женщин даже своим мужьям до конца не раскрываются. Даже им не говорят все. Не потому, что они боятся или там стыдно. Нет, потому что они их ограждают. Ограждают от трудностей. Они переживают свои бедствия, боль внутри себя. Это один из самых уникальных, устойчивых знаков на самом деле. Но в то же самое время один из таких знаков, которые долготерпивые знаки, но они могут повернуться и уйти, просто уйти. Вот, как правило, мужчинам всегда нравится женщина водолей. У них чувство юмора, все. Но, как правило, водолеем женщинам с чувством юмора и с терпеливым характером встречаются мужчины абсолютно без чувства юмора, не понимающие ее и, скажем так, мрачного характера люди, понимаете? И понимая, что водолей вечно долготерпив, они начинают думать, что водолеем можно манипулировать вечно. Пока водолей любит, будет терпеть. 5 лет, 6 лет, 7 лет, неважно. Я до львов не доходила. Какое имеет отношение лев? Зачем вы лезете сейчас сюда, скажите мне? Водолей долготерпив. Вот если водолей любит, в отличие от, скажем, других женщин, которые и не любят уже давно, и уже отношений никаких нет, ничего нет, но все равно терпят и терпят, потому что там некуда идти жить, потому что он деньги приносит. Нет, водолей не будет терпеть человека, потому что он деньги приносит, потому что там в его доме живет, она уйдет на вокзал жить. Это такой знак, который никогда, знаете, свободолюбивый знак. Вот многие удивляются, откуда у них вот столько смелости и столько храбрости делать то, что другие вообще боятся даже думать. Она не терпит никогда ради чего-то. Единственное, из-за чего может терпеть водолей, это любовь. Если водолей любит, неважно, подругу любит, там, мужчину любит или мужчина женщину любит, ну, пока есть любовь, водолей просто будет терпеть все, что угодно. Самые страшные, гнусные издевательства потерпит. До того момента, пока любовь не закончится. И как только любовь закончилась, все, как только охладела душа, вот более жестокого человека, чем водолей, вы в жизни не встретите. Просто вот если у других женщин есть, скажем, обратный, знаете, обратный ход, если другие женщины там на уговоры идут и так далее, водолей, если уже окончательно себя решил, если его чувства закончились, водолей очень жестокий знак. Он просто может взять и уйти. Водолеи настолько могут быть жестоки даже к своим детям. Если они без конца помогают своему ребенку, пошла нахер отсюда, я буду сейчас тебе отчитываться, как меня зовут, колхозная тварь. Если ребенок, между прочим, они замечательные матери, они просто друзья своим детям, но они могут делать своему ребенку, предположим, сыну, знаете, год, два, три, помогать, там преданно, все что угодно, никаких проблем у их детей нету, потому что это женщины-добытчицы. Но если вдруг сын где-то там, особенно сын для матери очень важен,
Если вдруг он где-нибудь сделал ей больно, она даже сына вычеркнет из своей жизни. Она способна это сделать. Поэтому, если вы дружите с водолеем, никогда не причиняйте боль этому человеку. Если вы не причиняете моральную боль, то это самый преданный друг, она за вас жизнь отдаст. Но если вы сделали больно, более жестокого человека, чем водолей, вы не встретите. Она, она жестока не тем, что будет мстить, она не опустится до мелких мщений, нет. Она просто уйдет. Вот хоть вой, хоть на колени встань потом, хоть иди вешайся, вот пофигу ей. Абсолютно наплевать. Позвонит, скажет, ты знаешь, он повесился из-за тебя. Скажет, да и плевать мне на него, все, до свидания. Она даже переживать не будет, я вас уверяю. Потому что если у водолея закончилось терпение, это окончательная точка. Все. Ни один водолей, ни одного мужчину не вернул в свою жизнь, ни одну подругу, предавшую, не вернул в свою жизнь никогда. Это люди, которые, уходя из дружбы или из любви, больше не возвращаются. Вода стекает, уходит, понимаете? Вода стекает, она не возвращается обратно. Река стекает по своей траектории, да? Река обратно не стекает. Все, она ушла, и все, вода ушла. Вот кипарис– это как раз вот гордость водолея, одиночество, желание выделиться, не допускать лишних, не допускать чужих. Кипарис растет только там, где такие же кипарисы, как он сам.